Здорово, танкисты, всем привет. Здорово, бандиты, да. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. И сегодня на обзоре один из моих любимых танчиков. Это у нас Супер Першинг. Супер Першинг, средний американский прем-танк 8 левела. Офигенный аппарат. Вот, ну давайте все и по порядку. И начнем мы, конечно же, с бронирования перша, супер перша, потому что там есть на что посмотреть. Погнали. Итак, вот коллижная модель нашего Супер Першинга. У нас экраны на НЛД, на ВЛД и на башне по краям. Вот. Ну и давайте смотреть. НЛД в приведенке 220. Ну, везде практически. Вот ближе к каткам только меньше, да. Здесь 170. И это нужно помнить. По центру 220. 190 здесь, 175 здесь. Крепкая это НЛД. По центру, безусловно, крепкая. Даже вот под таким углом нас не то что СТ, нас некоторые тяжелые танки не смогут пробивать основным типа снаряда, ну голдой что-то будет заходить. И то, если это не кумулятивные снаряды. Вообще в перша лучше кумулями-то не стрелять за счет как раз этих экранов. Да, вот ближе к каткам, конечно, меньше. ВЛД 232, 250. Ребята, это средний танк. Есть дырка, да, вот здесь пулеметное гнездо 7,6. Но она очень маленькая, его тяжело выцеливать. Вот. Нифига себе броня. Так что да, это даже не антист, а анти-ТТ броня тут. Извините, многие на основном, да и на голдовом, особенно если коммули точно пробивать не будут. Средний танк. Маска орудия 300. 370 есть, 367. Крепкая ли маска орудия? Да, она вытанковывает все обычные голдовые снаряды на 8 уровне. Все снаряды обычные на 9 и на 10 уровне. Тяжелых и средних танков. Башни. Вот эти места. Да, здесь беда. 105, 149, 196. Здесь уже нищая броня. Но это щели, в которые еще нужно попасть. Вот здесь 114, здесь 120, здесь 217, лючок у нас 158. Но это все-таки СТ-шка, ребята, это не тяжелый танк. Боковое бронирование 7,6,2. У нас Супер Перш замечательно танкует от борта, через каток не бьется, поэтому да, он может спокойно танковать. Еще раз, хороший крепкий корпус, центральная часть, невероятно крепкая маска. В этих местах тоже все закрыто крепко. Но вот эти щели, они есть. Но, ребята, это средний танк. Так, по броне разобрались. Броня просто как для среднего танка эпическая. Да и немногие тяжелые танки не могут похвастаться таким бронированием. Давайте посмотрим на его орудие. 90 миллиметровка у нас, 240 альфа, 202 пробития на основном, 250 на голде, 8 секунд заряжается, 1800 дпм, точность 0,38, такая между средним и тяжелым танком, грубо говоря, 2,3 время сведения комфортное. Достаточно маленькая альфа и маленькое пробитие на основном снаряде. Вот эти вещи, они как бы решают в бою и мешают на этом танке очень много настреливать. Было бы пробитие побольше на основном типа, это вообще для фарма был бы танк номер 1, на мой взгляд. Во втором блоке в полевой модернизации качаем легкосплавные узлы крепления, настройку рычагов подвески в четвертом блоке и настройку турбонагнетателя ставим в пятом. Вот. Можно, ну нет, это все-таки танк про ближний бой. Вот. Вторым слотом я прокачал все на обзор на этой машине. Можно прокачать на подвижность. Это уже на ваш выбор. Вот. Это средний танк, поэтому на обзор. В основной слот, дающий дополнительный буст на мобильность, ставим турбину, ставим просветленку. Я на перше дофига светить люблю. Вот. И ставим досл. Снаряды у нас летят, основной это ББХ 975, голда летит невероятный 1219, очень хорошая скорость полета на голде, там и пробитие неплохое. По снаряжению ремка, аптечка, огнетушитель, 5 членов экипажа с радистом перки вы сейчас видите перед собой таблычки. У нас УВН минус 10, все хорошо. По ХП 1500 тоже нормально. По мобильности 45 вперед с турбиной, 23 назад, 16 лошадей на тонну удельная мощность.
По обзору 4,69 метров, средний параметр для СТ. Вот, незаметность у нас слабая, потому что перк незаметность я на него пока не вкачивал, и, честно говоря, думаю, буду ли вкачивать, потому что танк все-таки бронированный и ближнего боя, как по мне. Вот, да что ж ты с этой елкой-то? Вот, плюсы и минусы танка. Танк, в принципе, небольшой, это плюс. По подвижности больше минус. Почему? Потому что это с турбин, у него такая подвижность. Без турбины он медленный. Вот, по броне сплошной плюс. Да, есть щели, но это средний танк. Просто отличное бронирование. По пушке у ВН есть достаточно быстрый полет снаряда, но маленькое пробитие и нищая альфа. Поэтому плюс-минус. По обзору, стандартный параметр. Давайте уже отправляться в бой, посмотрим, на что Супер Перш способен в современном рендере. Погнали. Так, попали на рудники. У нас обзор боем Супер Першинг, американский прем-танчик 8-го левела. Вот, да. Средний танк, немаловажно, хотя по сути он является тяжелым. Поедем воевать на центр. Там, скорее всего, Бизе будет. Это плохо, навели китайских Бизе. Но все равно поедем драться на центр. У нас какая-никакая есть броня. Вот сейчас мы ее и будем тестить. Воевать будем. Стараться на основном типе снаряда, на ББХе. Потому что нам важно знать, как Супер Першинг фармит серебро. Подвижность, конечно, не самая лучшая. И опять же, это обусловлено бронированием данной машины. О, Бизе отстрелялся. Все, отвоевался. Ладно, от арты ото всех приняли, ну и шут с ним. Ладно, гору заняли. Это важно. Это важно. Это важно. Так. Вот. М47 Improved. Так, Крайслера не видно. Плохо. Это плохо. Гаденыша. Поднялась пушка у него, видите. Так. Дали еще в крышечку Крайслеру. Нормально, 1200 уже нафигачили. Еще и светим тут. Все, тут мы уже не постреляем. Тут мы уже не постреляем. «5-0». Турбослив у врагов идет. DLC, нахер иди отсюда. Мнется тут. Вот, затанковали. Скарпа.
Радист у нас контужен. Ух, вот это было больно. Это было больно. Ладно, не будем Випере мешать. Артовод, кстати, уже отлетел. Ух ты, ты гля, ТВП ВТУ. Прострелила. Нам бы Скорпиону бы вмазать. Т-77 такой сладкий. А его вот Випера бьет. Дайте галдинку зарядим, чтобы бить ВКху. Чё, ВК больше не выкатится? Все, не хочет. Гаденыш, а? Из акустика он слабо светится. Вот, ассист. Вот, пробили голдой. ББХ не пробил бы, кстати. ББХ не пробил, а ассист нам хорошо. Мы же фармим. Пусть даже сейчас и голду включили, но надо ВК-то выпиливать. А как ее выпиливать без голды? Без голды не получится на супер перше. Ну, сумма у нас уже 2600. Это хорошо. ВК больше подставляться не желает. Ну. И... О. Все, ВК отыгралась. А счет себе такой, нехороший. Нехороший. Нехороший счет. Скорпиона бы газануть. Но он скорее газанет нас.
Так, елку надо брить. Все. Все, с елочкой разобрались. С елочкой разобрались. Надо теперь с Т-77 разбираться. По захвату выиграли. Не добил я. Ну ладно. 2600 даже суммы сделали. Сойдет. Давайте глядеть, что нафармили. Я, правда, голдой пострелял. Блин. Надо было на ББХе против Т-77 вставать. Я его сейчас и не пробивал, кстати, из-за голды. Так. Что у нас вышло? 169. Но тут новогодние бонусы, личные бонусы. Короче, дофига. Я так понимаю, что начислено за бой 74 тысячи. Так. Вот. Затраты у нас составили из-за голды лишние там как минимум 25 тысяч. Ну, суммарно, короче, такой бой бы принес где-то полтос. Без всяких бонусов. Без бонусов, без личных резервов и все такое. Да, как-то так. Ребята, пишите свои комментарии, у кого есть такая уже тачка. Супер Першинг, как по мне, реально крепкая машина и больше похож все-таки на тяжелый танк, нежели средний. Вот. А какое вы используете на нем оборудование для тех, кто только думает его приобрести, чтобы понимали, что за тачка. Как по мне, по пятибалльной системе я ему прям 4 с плюсом даже поставлю, потому что, ну, Супер Першинг реально может. Прям реально может тащить и в бою против тяжелых танков, средних понятно, даже тут говорить нечего. А вот против тяжелых факт. Машина мне очень нравится и, соответственно, прошу вас о ней тоже высказаться под видео. Вот, ну и, конечно, прожимайте лайкосы, подписывайтесь на канал, а я вам говорю, до скорых встреч, пока.
поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.